Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем небольшом видео я бы хотел вам показать свою коллекцию фильмов известного американского режиссера, которого зовут Уэс Андерсон. Этот известный достаточно режиссер, который известен своим стилем, очень любит этот режиссер симметрию. И у этого режиссера есть некоторые другие фишки, по которым можно узнать его стиль. И вот в сегодняшнем видео решил вам показать, какие фильмы этого режиссера есть у меня в коллекции. Хочу сразу сказать, что у меня в коллекции есть все 6 фильмов этого режиссера, которые вышли в России с русским языком в дисковых форматах. Потому что еще есть два или три фильма, не помню. Но вот есть несколько фильмов, которые также выходили в лицензии, но только в формате ВХС. То есть на DVD или тем более на Blu-ray эти фильмы не вышли. И вот в сегодняшнем видео будут все те 6 фильмов, которые выходили на Blu-ray или DVD от данного режиссера. Итак, первая картина, которую хотел бы вам показать, это фильм «Водная жизнь» или «Водная жизнь» Стива Зиссу. Такой вот фильм, комедия Уэса Андерсона. Здесь снялись Оуэн Уилсон, это друг Уэса Андерсона, Кейт Бланшетт, Анжелика Хьюстон, Уильям Дефо, Джефф Голдблюм, Майкл Гамбон и Бат Корт. И в главной роли здесь самый Билл Мюррей, который сыграл этого самого Стива Зиссу. Такое вот издание на DVD. Официальное лицензионное издание. Фильм «Водная жизнь». Такой вот первый фильм, который можно с русским найти от данного режиссера в дисковых форматах. Далее, следующая картина, о которой бы хотел вам рассказать от данного режиссера, который есть у меня в коллекции. Это фильм под названием «Поезд на Дарджилинг». «Отчаянные путешественники». Здесь снялись Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди и Джейсон Шварцман. Видим всех троих на обложке данного издания. Издание в формате диджипака. Здесь оформление повторяется, здесь тоже. И открываем. И здесь видим внутренний арт этого диджипака. Как эти трое сидят в поезде. Они здесь сыграли братьев. И видим еще один кадр с данными персонажами фильма. Такое вот издание. «Поезд на Дарджилинг». Фильм этот посвящен Индии. Там события происходят в Индии. Такая вот картина Уэса Андерсона. А также неплохая комедия данного режиссера. И далее пойдут 6 фильмов, которые уже вышли также и на Blu-ray. То есть на DVD они выходили, но вышли на Blu-ray, поэтому у меня они именно в этом формате. Во-первых, это первый анимационный фильм Уэса Андерсона под названием «Бесподобный мистер Фокс». Здесь в оригинале персонажи озвучили Джордж Клуни, Мэрил Стрип, Джейсон Шварцман и Оуэн Уилсон. Фильм сделан в кукольной анимации, стоп-моушен. Так же, как и второй фильм, о котором будет в конце. Видим, внутренний арт есть у данного издания. Это неплохой такой, хорошо сделанный, качественный кукольный мультфильм. И снят этот фильм по произведению Роальда Даля. То есть от того же самого человека, который написал книгу «Чарли и шоколадная фабрика». А это другая экранизация другого произведения этого автора. «Бесподобный мистер Фокс». Далее, следующий фильм. Это, опять же, комедия Уэса Андерсона под названием «Королевство полной луны». Здесь снялись Билл Мюррей, Тильда Свинтон, Эдвард Нортон, Брюс Уиллис
другие актеры. И это фильм «Открытие Каннского кинофестиваля» 2012 года. Издание простое. Выпускал новый диск. То есть простое в том плане, что здесь нету дополнительных материалов и нету оригинальной дорожки. В то время новый диск обычно выпускал издание именно так. Также это хороший фильм, хорошая комедия от режиссера Уэса Андерсона. Далее перейдем к следующему фильму. И это, пожалуй, самый известный фильм Уэса Андерсона, который выиграл много всяких наград. И этот фильм называется «Отель Гранд Будапешт». Здесь большой актерский состав. То есть это Рэй Файнс, Ф. Мюррей Абрахам, Натья Амальрик, Эдриан Броуди, Уильям Дефо, Джефф Голдблюм, Харви Кейтел, Джуд Лоу, Билл Мюррей, Эдвард Нортон, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман, Леа Сейду, Тильда Свинтон, Том Уилкинсон, Оуэн Уилсон и в главной роли Тони Ривольри. Такое вот издание, самый известный фильм Уэса Андерсона «Отель Гранд Будапешт». Также неплохая картина, которая была отмечена несколькими Оскарами. Фильм «Отель Гранд Будапешт» от режиссера Уэса Андерсона. Далее следующая картина. И это второй анимационный фильм от Уэса Андерсона. Это «Остров собак», который также был сделан в технике кукольной анимации, стоп-моушен. Такое вот издание в слипе. Здесь также в озвучке участвовало много известных актеров. Перечислять не буду. Такое вот издание. Такая накатка. И здесь в комплекте идет 5 карточек. Причем карточки эти двухсторонние. И на другой стороне там не одна и та же картинка, а разные. То есть миндалька, с другой стороны шеф, Спотс, с другой стороны Рекс, Оракул, с другой стороны босс, Атари, с другой стороны мэр, Кинг и с другой стороны Дюк. Такие вот карточки. Этот мультфильм также неплохой. Здесь особенностью является то, что персонажи люди здесь говорят по-японски, и это не переводится. То есть здесь все актеры, они озвучивают именно собак. Эти известные актеры. Такой вот анимационный фильм от Уэса Андерсона. И что интересно, у меня помимо издания есть и такая вот книжка, посвященная данной картине. Увидел ее в магазине за достаточно недорогую цену, поэтому приобрел давно уже. И вот в этом видео покажу вам ее. Здесь видим все персонажи данной картины. Здесь предисловие. И здесь в дальнейшем рассказывается о том, как создавался данный фильм. Здесь интервью с Уэсом Андерсоном, Романом Копполой и Джейсом Шварцманом. Видим трое этих людей на данной фотографии с персонажами данной картины. Интервью. Видим Билла Мюррея. Попутно здесь видим фильмографию Акиры Куросавы. Продолжение фильмографии Акиры Куросавы. Дальше снова интервью. Такие вот кадры. И еще видим фильмографию Хаяо Миядзаки. Так что эта вот книжка, помимо того, что рассказывает о фильме, также дает нам фильмографию Хаяо Миядзаки и Акиры Куросавы.
Здесь видим сценарий, как разрабатывали данную картину. То есть зарисовки. Книжка большая. Здесь уже о персонажах рассказывается. Далее актер Брайан Крэнстон, который здесь озвучил одного из персонажей. Здесь видим, как это планировалось и как выглядело это в готовом виде. Далее, как создавались куклы для данного мультфильма. Вот фигуры собак. Как их делали. Далее все эмоции для куклы, как они выглядят. Далее видим туловище. Такая вот книга. Видим здесь отсылку на другие произведения. Далее художник по костюмам. Видим еще куклы, персонажей людей. Далее пошли декорации. Как создавалась данная картина. Как делались декорации, как они разрабатывались. Так. Далее интервью с художником-постановщиком. Далее графический дизайнер этого фильма. Интервью с ним. Здесь видим японские известные гравюры. Далее, как уже анимировали данную картину. Далее интервью с ведущим аниматором. Еще один аниматор. Видим общий план. И на этом книга почти заканчивается. Далее оператор-постановщик. Здесь ничего особо интересного. Далее спецэффекты. Видим, как создавались спецэффекты данной картины.
Далее режиссер анимации. Небольшое интервью с ним. Далее интервью с композитором. И на этом книга почти закончилась. И в конце еще одно интервью с Уэсом Андерсоном. И видим, он рядом с куклами данного фильма. Такая вот книга. Много информации о создании данной картины. Книга эта у меня уже давно в коллекции, но вот раньше не было где ее показать. И поэтому именно в этом видео про Уэса Андерсона решил вам показать книгу, посвященную фильму «Остров собак». Такой у меня вот комплект, фильм и большая книга, посвященная созданию данной картины. И, наконец, после 6 этих фильмов с русским языком, которые выходили в России, у меня осталось еще показать фильм без русского языка, но который не так давно у меня появился. Это такой вот фильм Уэса Андерсона под названием «Финикийская схема» в формате 4К. Это первый фильм Уэса Андерсона, который вышел сразу в 4К также. Здесь у нас снялись Бенисио Дель Торо, Миа Триплтон, это дочка актрисы Кейт Уинслет, и актер Майкл Сера. Также там во второстепенных ролях и другие известные актеры снимались, но в главных ролях именно эти трое. Такое вот издание. Открываем. И здесь 2 диска, Blu-ray и 4К. И такая вот бумажка с кодом на данную картину. Это самый последний на сегодняшний день фильм Уэса Андерсона. Конечно, хотелось бы в коллекцию еще фильмов Уэса Андерсона, которые выходили между «Островом собак» и этим фильмом. Поэтому надеюсь, что они тоже появятся у меня в коллекции. А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. Пока. Пока.